Друзья, добрый вечер. Возвращаюсь я к разбору клипов на песни Димаша Кудайбергена. И я разобрал уже клип «Любовь уставших лебедей» и клип «Знай». Оба эти клипа вызвали совершенно разную реакцию у Дирс. Кому-то они понравились, кому-то нет. В общем, было бурное обсуждение. И до сих пор мнения делятся на противоположные. И вот я добрался до клипа, который лично у меня не вызывает абсолютно никаких вопросов. Это клип «Кайран Елим». Давайте вместе с вами сейчас еще раз посмотрим эту работу Димаша. Насколько я знаю, режиссером клипа выступил сам Димаш. Освежим в памяти эту работу, посмотрим и потом, конечно же, разберем. Ұлы дала, төрт қолаң тең түскен жерің айдам. Алтай мен Атырау, Жайық пен Іле, Алатау мен Сарыарқа дәуірімнің дәурені болған жерімнің кеңдігін айтам. Алқалы көшті бастаған түркі дүниесінің бесігі ұлы даланы айтам. Тым-тырас дүние, деміңді ішіңе жұтпа. Талас пен тартыстың аламан бәйгесінде шабандап қалмаған ұрпағың бар. Құбылған дүниенің құйтырғы қылығы тоздыра алмаған мінезі мәрт, көңілі жомарт, дархан есі бар. Ұлы даланың бөгделер біле бермейтін, өзгелерді сезе бермейтін киесі бар. Жанарымда жас бар ма? Тамшы тамса жазған ба? Елімді сүйіп көтердім биік, алақанымда аспанға. Сынық түспей әліңе, бұл өмірдің мәніне. Сандар шыңдайды, шыңдар сынбайды, уақыт ем болар бәріне. Aman bol elim, ғасырлардай мәңгі соқсын сенің жүрегің. Жалғыз ол ғана тілерім. Ұмытылсын қайғы мұң, жарқырасын ай күнім. Шаттансын әр үй, қуансын сәби,
тілеймін әлем саулығын. Қайран менің туған жерім, аман бол елім, ғасырлардай мәңгі соқсын сенің жүрегің. Жалғыз сол ғана тілерім. Қайран менің туған жерім, аман бол елім, ғасырлардай мәңгі соқсын сенің жүрегің. Жалғыз сол ғана тілерім. Жүрегің жалғыз сол ғана тілегім. Aman бол елім, ғасырлардай мәңгі соқсын сенің жүрегің. Жалғыз сол ғана тілерім. Аман болшы туған ел. Да, ребята, мощнейшее исполнение Димаша. И вот этот клип, он у меня вообще не вызывает никаких противоречий. Вот настолько четко ложится видеоряд на голос Димаша, на эту композицию, на эту песню, что не нужен никакой сюрреализм, не нужна никакая абстракция, чтобы что-то показать. Вот беспроигрышный вариант. Голос Димаша, вот эта великолепная музыка и вот этот видеоряд. Вот эта природа, вот эти горы, озера. И на самом деле вот эта природа очень-очень сильно похожа на нашу алтайскую природу. И неудивительно, это же совсем рядом Казахстан. Вот тут 500 километров, можно сказать, Белуха, гора Белуха разделяет нас с Казахстаном. И Алтай — это прародина тюрков, это прародина, это священная земля всей тюркской группы, в том числе и казахов. И когда я вижу вот эти кадры, когда я вижу вот эти горы, вот эти озера, вот эти пейзажи, то меня, конечно, берет за душу, потому что я это вижу у себя каждый день, ежедневно, вот эти вот кадры. Ну что, давайте сейчас перейдем к тексту этой песни, потому что песня называется «О моя священная земля», и автором музыки стал известный композитор
Ринат Гайсин, а текст написали два поэта. Поэт Данияр Алдаберген и Арал Байсенгир. И вот что Ринат Гайсин говорил о том, как родилась вообще эта композиция. Кайран Елим – это наш посыл и призыв ко всем людям планеты, несмотря на страшную трагедию, обращаться к светлым, позитивным мыслям. То есть ему эта песня родилась как раз во время начала пандемии, во время коронавируса, когда весь мир был в таком страхе, хаосе, непонятно, что будет дальше. Это наша вера в то, что мы обязательно все преодолеем и справимся со всеми трудностями. Главное для всех нас сейчас не отчаиваться и оставаться сильными, прокомментировали Ринат Гайсин и Димаш Кудайберген. И вот когда я первый раз смотрел этот клип, помимо того, что Димаш пел о своей родной земле, я вот, не понимая казахский язык, понимал, что Димаш поет про всю землю, про все человечество. Это как молитва спасения, что, во-первых, надо начать с того, что клип начинается с повествования, с истории, как испокон веков люди сражались за свою землю, как существовали эти войны, и ничего не изменилось на самом деле. Мы стали только более жестокими и более изощренными в своем убийстве. И здесь Димаш вопиет просто к небу, что пора это прекратить, пора нам спасать уже свою землю. И здесь он поет не только про свою родную землю, Казахстан, но он и поет про всю землю в целом, про все человечество. И вот слова этой песни, давайте я вам сейчас зачитаю, прям вот здесь непосредственно под официальным видео на ютубе Димаша. «О моя священная земля! Даже если в глазах моих слезы, не стоит скрывать своих чувств. С любовью к земле моей я молюсь о мире во всем мире. В чем смысл жизни без испытаний? Трудности нас закаляют. И закаленное уже не сломать, а боль излечит только время. О моя священная земля! Я желаю только одного, пусть вечно бьется твое сердце. Пусть уйдет печали и невзгоды, пусть светит вечно солнце и луна, пусть в каждом доме будет только радость и звенящий детский смех. Желаю я благополучия земле». Замечательные слова, и вся песня пронизана вот этой болью и состраданием за все человечество, за всю землю. И насколько мощно Димаш передает этот посыл. Песня не отпускает тебя вот с самой первой секунды и до самой последней секунды она держит тебя в напряжении, потому что такую мощь Димаш закладывает в это исполнение. Вот так он проживает эту боль, что даже вот эта сцена, когда он уже горит огнем, то есть настолько его переполняет эта боль, настолько его переполняет эта тоска, что он аж сгорает ради всего этого. Очень мощное, конечно, исполнение Димаша. И этот клип, он остается по-прежнему моим самым любимым, несмотря на все новые работы, которые выходят. И тот взгляд, который продемонстрировал Димаш, именно режиссерский взгляд, он мне, конечно же, ближе всего. Потому что для меня это беспроигрышный вариант. Природа, красивые кадры и голос Димаша. В принципе, мне больше ничего не нужно.